Сегодня будет сложное взрослое видео, ведь в октябре мне стукнуло уже 30, так что пора начинать душнить. Ха. Или нет? Жизнь – это баланс. И сейчас все такие: спасибо, Шерлок, ну прям просветил. Это такая новая мысль. Ну прям... Но, как показывает практика, мой жизненный опыт, мои наблюдения, большинство из нас так и не может научиться удерживать баланс в течение длительного времени. Рано или поздно людей все же начинают уносить в крайность. Дело в том, что неосознанность – это не только установки или привычки. Это могут быть любые автоматически неосмысленные действия, основанные только лишь на инстинктах, догмах или чьих-то убеждениях. И порой даже самая гениальная идея, если к ней подходить неосознанно и возвести ее в крайность, может стать самой разрушительной. Полная несерьезность ко всему в какой-то момент может сильно мешать жить, как и излишняя серьезность. Первая приводит к отсутствию любых результатов, а вторая – к хроническим стрессам. И в дополнение делает вас очень душным человеком, с которым невозможно расслабиться. Излишняя эмоциональность, когда все воспринимаешь слишком близко к сердцу, или ее полное отсутствие. С такими людьми любые взаимоотношения – это как сделка. Они не умеют ни дружить, ни чувствовать. Излишняя доброта, когда вы постоянно всем помогаете, и вас в итоге используют, а потом уже и требуют. Или излишняя жесткость, когда вы отказываете людям в любой помощи и выбираете за пример животный мир, когда одни едят других. Но, разумеется, до поры до времени, пока вы сами не окажетесь добычей. Излишняя начитанность и насмотренность, когда ты словно справочник терминов, чужих мыслей и чужого опыта, и избегаешь при этом своего собственного опыта и принятия решений. Или же полное отсутствие эрудиции и абсолютно все грабли собираешь только опытом своим. Дотошный перфекционизм, который не позволяет тебе даже начать что-либо делать. Или полный пофигизм, который не позволит тебе сделать хоть что-нибудь качественно. Фанат ЗОЖ, или же ходячий набор вредных привычек с запущенным здоровьем. Не стоит идеализировать ЗОЖ, осуждая всех вокруг, кто ему не следует. Нередко от фанатичного спорта люди валятся от боли в суставах и не слабо так умирают от инфарктов и инсультов еще в 30 с копейками, тем более в 40 и 50. И я сейчас никого не призываю срываться во все тяжкие, это другая крайность. Но недостаток сна, хронические стрессы от вечной продуктивности убивает быстрее алкоголя. Но об этом никто не говорит. Кстати, можете поболтать об этом с врачами с 25-летним опытом. Они уже насмотрелись на фанатов ЗОЖ, и им будет что вам рассказать. Но значит ли это, что не нужно налаживать привычки, питание, вести здоровый образ жизни и заниматься спортом? Конечно же нет. Но не стоит спешить осуждать других за то, что они этого не делают. Возможно, другие люди сейчас заняты разработкой лекарств от рака, IT-технологиями, запускают ракеты в космос, пишут книги, снимают фильмы, пишут музыку, создают многомиллионные компании, меняющие этот мир. Но вот ты встречаешь фанатичного 25-летнего зожника, который всех вокруг пытается убедить, что вот именно он-то живет так, как надо, и смотрит на тебя пустым взглядом, но в полной убежденности своего превосходства. Многие убеждены, что осознанность – это обязательно продуктивность, как у робота, доброта, помощь всем подряд, чтение умных книг или медитации по утрам, что осознанность – это что-то околорелигиозное, околомистическое или философское, и что однажды постигнув ее, ты сможешь видеть сквозь стены, двигать предметы силой мысли и левитировать в позе лотоса. Но осознанность – это баланс, а не фанатизм. И я не видел еще ни одного примера, где крайность приводила бы к счастливой жизни. К очень короткому успеху – да, но, во-первых, только лишь очень малый процент, а во-вторых, у такого успеха, как правило, всегда есть цена, о которой-то не очень любят рассказывать. Успех и счастливая жизнь не одно и то же. Не все успешные в чем-то одном люди могут подходить осознанно к другим сферам жизни. А к финишной черте успеха с 10-минутной эйфорией могут прийти лишь твои ошметки. То, что от тебя осталось. Что осталось от твоей жизни, если ты поставил на карту все остальное. И это если тебе еще повезет, и ты войдешь в этот малый процент статистики успешных фанатиков. Жизнь – это марафон, а не спринт. Что случается с теми, кто пытается спринтом бежать марафон? И абсолютно во всем важен баланс. И словно канатоходец мы учимся балансировать между одной и другой стороной, исходя из обстоятельств в конкретном моменте. И только удерживая баланс, у канатоходца появляется возможность двигаться дальше и не сорваться в пропасть. И этот путь не для ленивых. Это не то, что можно достичь один раз и все, ты типа стал мудрым и просветленным. Это то, что нужно постоянно удерживать. И каждый раз в новой для себя ситуации. Все вроде бы знают, что баланс важен, но мало кто осознает, когда именно его и начинает заносить.
притягивать к одной из этих крайностей. И это может происходить во всем. Это как гравитация. Но значит ли это, что вообще не нужно пытаться к чему-то в жизни стремиться? Или пытаться достичь какого-то успеха в жизни? Конечно же нет. Осознанность – это не что-то мистическое, что вы можете постигать только благодаря медитации в позе лотоса. Это постоянно включенное критическое внимание к себе, к своим действиям и к миру вокруг. Ради приоритета выживания наш мозг научился многое делать автоматически, как робот. В каждой ситуации мозг стремится сэкономить энергию, все упростить и не хочет разбираться. Гораздо проще раз и навсегда прильнуть к одной стороне, к одной единственной мысли, к одной идее, к одному уже готовому мнению. И по этой причине многие так и застревают на одной крайности на всю жизнь, и так и не могут из нее выбраться. Но именно осознанность не позволяет вам принимать на веру все, что вам говорят, или всю жизнь без причины совершать повторяющиеся действия, только потому что вы всегда так делали, которые иногда могут быть устаревшими и вообще неприменимы в ваше время или в вашей жизни. Установки, привычки, убеждения, вера и идеология. Неосознанность – это любой фанатизм. И чем больше мы позволяем нашему мозгу работать на автомате, тем менее мы осознаны. Но когда вы замечаете и разбираете свои привычки в действиях, поведении, в реакциях, в речи, когда вы замечаете свои убеждения, установки и начинаете понимать их причины, то это позволяет выявить те крайности, в которых мы застреваем, задать правильные и поэтому не самые приятные вопросы самому себе, честно на них ответить, затем оттолкнуться от них и как канатоходец продолжить двигаться дальше, удерживая по жизни осознанность или баланс.